Представьте себе лагерь, где каждый день напоминает подготовку к космической экспедиции на Марс. Капсульные жилища, скафандры на выходе наружу, автономные системы жизнеобеспечения, искусственные пылевые бури и связанное с Землей запаздывание сигналов. Все это не sci-fi роман, а амбициозный проект под названием «Марс-В», который планирует осуществить необычный туристический лагерь в монгольской пустыне Гоби к 2029 году. Здесь гости смогут провести месяц в условиях, максимально близких к жизни на Марсе. Но за увлекательной концепцией стоит не только развлечения. Мир Марс видит в лагере учебно-научный центр, где тестируются технологии, формируются новые методики подготовки астронавтов и рождаются международные проекты сотрудничества в области космических исследований. Ниже подробный разбор проекта, его технических особенностей, образовательной миссии и потенциала для будущего туризма и науки. Марс-В – это не просто курорт с марсианской темой. Это целостный, образовательный и исследовательский комплекс, который ставит перед собой две ключевые задачи – предоставить туристам уникальный опыт жизни в условиях, близких к марсианским, чтобы расширить кругозор, повысить стрессоустойчивость и познакомить с наукоемкими технологиями. Использовать лагерь как испытательную площадку для проверки систем жизнеобеспечения, энергетики, вентиляции и автономной инфраструктуры под реальными суровыми климатическими условиями пустыни Гоби, а также как площадку для подготовки будущих астронавтов и проведения совместных международных научно-образовательных проектов. По задумке, недельные визиты трансформируются в целый месяц экспериментов, тренировок и обучения, после чего участники возвращаются домой с новым опытом и сертификатами, а организаторы получают данные для дальнейших разработок. Планируется запуск проекта к 2029 году и стоимость проживания на уровне около $6000 за месяц. Гоби – уникальное сочетание климатических экстремумов и суровой автономности, что делает ее одной из самых близких к марсианским условиям на Земле территорий. В рамках проекта это особенно ценно по нескольким причинам. Значительные перепады температуры в дневное и ночное время от плюс 45 градусов Цельсия до минус 40 градусов Цельсия. Редкая флора и фауна, отсутствие больших населенных зон, что обеспечивает минимальные посторонние воздействия на организмы и повышает частоту условий испытаний. Красноватый оттенок почвы из-за оксида железа, напоминающий марсианскую поверхность. Возможность проведения испытаний как в дневное освещение, так и зимой, когда Земля замерзает, а воздух становится особенно сухим и холодным. Эти характеристики позволяют максимально честно воссоздать марсианскую среду не на орбитальном станции, а на полевой площадке, близкой к реальным географическим и климатическим факторам. Кроме того, удаленность от крупных городов и ограниченный доступ к внешним коммуникациям создают подходящие условия для дисциплины, самоорганизации участников и достоверности научных данных. Будущий лагерь будет состоять из модульных куполов и специализированных модулей, где разместят жилые капсулы, лаборатории, теплицу и технические узлы. Важные элементы инфраструктуры. Жилищные капсулы, современные модульные жилища с высочайшей степенью теплоизоляции и минимальным энергопотреблением. Лаборатории, пространство для анализа грунта, биологических образцов, испытания материалов и микробиологических тестов. Теплица – система органического и искусственно поддерживаемого выращивания, в том числе с применением микроводорослей. Системы жизнеобеспечения. Переработка влаги, регенерация К2 через фильтры,
кислород через фотобиореакторы на основе микроводорослей, теплоизоляция и теплообеспечение, энергетика, солнечные панели и аккумуляторы. Как основной источник энергии, зимний резервный дизель-генератор на случай непредвиденных ситуаций, связь и задержки, симулированная задержка связи с Землей, чтобы держать участников в реальном космическом ритме без мгновенного контакта с внешним миром, защита от пылевых бурь и ветра, инженерные решения и программы имитации для обучающих целей. Эти элементы позволяют без лишних допусков креативной части проекта обеспечить максимально реалистичные условия и надежную безопасность участников. Ключевые технические узлы лагеря рассчитаны на автономную работу в течение длительных периодов без регулярного обслуживания. Переработка влаги, сбор и консервирование влаги из воздуха, дождевых вод и бытовых источников для повторного использования, СО2, регенерация, фильтры и регенерационные системы, позволяющие поддерживать стабильное содержание углекислого газа в атмосфере внутри модулей, кислород через микроводоросли, биореакторы, где микроводоросли продуцируют кислород в ходе фотосинтеза, теплоизоляция, современные материалы и вентиляционные схемы, которые минимизируют потери тепла и сохраняют комфорт в экстремальных условиях. Энергетика, солнечные панели, аккумуляторы и резервный дизельный генератор обеспечивают надежность энергоснабжения. Связь с Землей. Задержка связи моделируется так, чтобы участники привыкали к дистанционному управлению и координации без мгновенного отклика. Именно такие инженерные решения позволяют не только создать марсианскую среду, но и собрать данные для будущих проектов по полевой эксплуатации автономных баз на других планетах или астероидных телах. Участники Марс-В будут проходить многоступенчатую подготовку. Онлайн-подготовка длительностью 3 месяца. Теоретические курсы по основам космических систем, планированию миссий, основам выживания в экстремальных условиях. Краткий курс в Улан-Баторе. Очные занятия по технике безопасности, основам эксплуатации оборудования, тренинги по работе в командах и стрессоустойчивости. 10-часовая дорога по пыльным равнинам до базы, вступление в реальную среду проекта, знакомство с командой и стартовая настройка. В самой программе лагеря предусмотрены 3 блока: физические тренировки, выносливость, сила, координация, психологические испытания, работа в условиях изоляции, стресс-менеджмент, коммуникация в условиях ограниченных ресурсов, технические задачи, совместная работа над образцами грунта, анализ местности, разработка сценариев аварийных ситуаций и реагирование на них. Задачи будут повторяться в разных вариациях, чтобы участники могли отрабатывать не только теоретическую опору, но и практическую реализацию протоколов и процедур. Ведущая идея проекта – сочетать туристическую составляющую с реальным учебно-научным центром. В будущем лагерь может стать площадкой для курсов по робототехнике и автономным системам управления на базе марсианской инфраструктуры, для совместных экспериментов с другими странами и университетами, что усиливает международное сотрудничество в космических исследованиях, для сбора экспериментальных данных по автономности систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и экологии закрытых систем. Такой подход не только расширяет сферу применения лагеря, но и создает экосистему для совместных проектов между инженерами, учеными и студентами. Стоимость проживания около $6000 за месяц ориентирована на экспериментально-образовательный формат. Это включает не только проживание, но и участие в учебной программе, тренингах и доступа к техническим ресурсам лагеря. В перспективе возможно масштабирование форматов и ценовых моделей, включая
пакетные программы для учебных групп и молодежных организаций, корпоративные программы для компаний, заинтересованных в образовании сотрудников и тестировании технологий, грантовые и спонсорские программы в рамках международных партнерств. Экономика проекта тесно связана с его миссией – создание учебно-научной платформы на базе экстремальной среды, которая сможет привлекать финансирование за счет образовательной ценности и научной продукции. Любой проект, ориентированный на экстремальные условия и образование в них, должен учитывать ряд этических и социальных факторов: безопасность, полная оценка рисков, протоколы безопасности, обучение участников и постоянный мониторинг состояния, психологическая поддержка. Изоляция и стрессовые условия требуют наличия психо- и медицинской поддержки как на месте, так и онлайн. Устойчивость и воздействие на окружающую среду, минимизация экологического следа, использование чистой энергии и безопасные способы обращения с отходами, культурная ответственность, уважение к местной культуре Монголии и сотрудничество с местными институтами и сообществами, прозрачность и справедливость, информирование участников об условиях и рисках, ясные правила и критерии отбора, защиту данных. Эти моменты будут вноситься в регуляторные документы и программы лагеря, чтобы обеспечить ответственное развитие проекта. Марс-В вписывается в тренд использования экстремальных природных ландшафтов как лабораторий для космических исследований и подготовки кадров. Аналоги, по сути, существуют в виде закрытых научно-исследовательских баз, тренировочных центров и ограниченных по доступу объектов, но уникальность проекта заключается в сочетании туристической регуляции с реальными технологиями жизнеобеспечения и образовательно-научной миссией в открытой природной среде. По сравнению с полностью симуляционными установками в условиях города или лаборатории, ледяные пустыни и песчаные пустыни дают более близкую к реальности марсианскую динамику, перепады температуры, дезинформацию о погоде, шумы и пыль, что усиливает эффект присутствия и обучающий эффект. Если проект успешно реализуется к 2029 году, он может стать отправной точкой для ряда направлений: развитие образовательных курсов с дистанционной поддержкой и онлайн-обучением, расширение набора экспериментов и лабораторной базы, включая новые биореакторы, методы очистки и переработки ресурсов, создание сетевой платформы для международного сотрудничества, обмена данными и совместных миссий, внедрение дополнительных локаций с похожими концепциями в других суровых регионах планеты для расширения глобальной лаборатории под маркой Марс-В. Такие шаги позволят не только дать людям уникальный опыт, но и создать устойчивую научно-образовательную экосистему вокруг космического туризма и подготовки астронавтов. Проект Марс-В в пустыне Гоби – амбициозная попытка соединить романтику космических путешествий, суровую реальность экстремальных условий и практическую ценность образовательной и исследовательской деятельности. Это больше, чем туристическое приключение. Это экспериментальная школа будущего, где участники не только смогут пожить на Марсе без покидания Земли, но и внести вклад в развитие технологий жизнеобеспечения, робототехники и межнационального научного сотрудничества. Появление такого лагеря может стать новым этапом в эволюции космического туризма и подготовки астронавтов, превратив мечту о звездах в доступное, ответственно организованное и экологически устойчивое образовательное путешествие. Если идеи воплотятся в жизнь, к 2029 году мы увидим не просто набор людей в марсианских костюмах, а реальную лабораторию, где идеи превращаются в прототипы, а марсианская мечта в
практические навыки и новые научные открытия. И если вам кажется, что последняя фраза звучит как фантазия, помните, многие технологические прорывы рождаются именно там, где пересекаются любопытство, упорство и смелость двигаться дальше. Возможно, именно в монгольской Гоби начнется следующий виток истории человечества в освоении космоса, через опыт, который подарит нам Марс-В, и через людей, которые готовы шагнуть в новую реальность ради знаний, приключений и сотрудничества.